Ряженка – это всегда очень вкусно. Густая, с насыщенным карамельным ароматом и кусочками румяной корочки, которой каждый пытается выбрать побольше. В этом видео приготовим топленое молоко и ряженку из него. Я очень люблю топленое молоко и ряженку, и в этом видео хочу показать, как люблю готовить эти продукты я. Получается не хлопотно и неизменно вкусно. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная», и если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране. В идеале готовить топленое молоко и ряженку, используя хорошее неснятое домашнее молоко и домашнюю сметану. Но доступ есть не у всех, поэтому приготовим из магазинных продуктов. По возможности я беру молоко пожирнее, в данном случае 3,2%. Чтобы процесс был удобным по времени, я готовлю все так. С вечера готовлю топленое молоко, а на следующий день делаю из него ряженку. Если вы тоже время от времени готовите эти продукты у себя дома, поделитесь своим опытом. Я наслышана о методе приготовления в мультиварке, но в моем случае что-то пошло не так. Мне пришлось очень долго вымывать мультиварку после того, как молоко сбежало, вскипело. Я думаю, что если вы хоть раз занимались этой не очень приятной работой, то понимаете, о чем я говорю. Что могло пойти не так, я, честно говоря, не знаю. Режим выбирала тот, который рекомендуют, но в моем случае это не сработало. Поэтому мой любимый метод – это приготовление топленого молока и ряженки при помощи духовки. Молоко вылейте в большую кастрюлю и на плите доведите до кипения. Должна подняться молочная шапочка. Параллельно разогрейте духовку до 150 градусов. Когда молоко закипит, переместите его в разогретую духовку. Я топлю молоко в течение 3 часов, а поэтому удобно начать весь процесс в 7-8 вечера. Так как румяную корочку я очень люблю, через 1,5 часа после отправления молока в духовку я аккуратно отсоединяю корочку от стенок кастрюли и сдвигаю ее в сторону. И на освободившемся месте образуется еще одна. После 3 часов томления выключите духовку, но оставьте молоко в ней до утра. С утра обнаруживаю такое вот великолепие. На домашнем молоке корочки получаются еще более румяные и плотные. Топленое молоко готово. Теперь приготовим из него ряженку. Иногда бывает, что ряженка получается тянущейся, склизкой. На этот процесс влияет как само молоко, так и заквас, то есть сметана. И тут как раз с магазинным сырьем такое случается чаще. Также играет роль температура заквашивания. Она не должна быть слишком низкой. Да, при низкой температуре ряженка тоже заквасится, но это будет дольше, и она как раз может получиться киселеподобной. Итак, достаю топленое молоко из духовки и включаю разогреваться духовку до 50 градусов. Этим временем разделяю корочку молока на небольшие частички, чтобы она распределилась по ряженке равномерно, а не досталась кому-то одному из поедающих. Теперь нужно слегка подогреть топленое молоко до температуры 38-42 градуса. Сметану я тоже слегка и аккуратно подогреваю, чтобы она не была очень холодной, как вот из холодильника. В сметану нужно влить немного молока и перемешать, чтобы потом было проще перемешивать всю смесь. Перелейте заквас из сметаны в кастрюлю с топленым молоком и перемешайте до однородности. Накройте кастрюлю крышкой и отправляйте ее в духовку. Закрыв дверцу, выключите нагрев духовки и переключите в режим со включенной лампочкой. Тепло от лампочки будет помогать поддерживать температуру чуть выше комнатной. В таких условиях моя ряженка из магазинного молока была готова уже через 7 часов. Попробуйте ее, она должна загустеть, но при этом она не должна стать слишком кислой. Переместите ряженку в холодильник и выдержите в течение нескольких часов. В холодильнике она еще окрепнет и станет плотнее. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк и пишите в комментариях о своих неудавшихся опытах приготовить какие-то блюда и о длительном вымывании кухни после них. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. В следующем ролике будем готовить потрясающе вкусную, очень бюджетную и полезную скумбрию. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».